Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Иная Реальность. И с вами я, Иная. Мы всегда получаем то, чего желаем. Сегодня я желаю пообщаться с вами, потому что у нас магическое полнолуние. Его еще называют волчьим. Я решила провести его прямо на канале Иная Реальность. Мы считаем энергетику полнолуния, мы выясним, для чего подходит эта энергетика, как ее можно реализовать. Все это из потока учителей сейчас в прямом эфире будет считываться. Как обычно, работаю в РД-потоке, в потоке родственных душ, поэтому прошу вашей поддержки. Вы меня всегда поддерживаете, заякриваетесь лайками в эфире, и это говорит о том, что вы готовы из созерцателей перейти в разряд тех, кто участвует в этой магии, тех, кто принимает участие, а значит и получает результаты этой магии. И если будет на то воля высших сил, мы с вами проведем ритуал. И я даже еще не знаю, какой, поэтому у меня есть только предположение. Сейчас мы с вами прямо из потока будем считывать информацию, и как нас поведет поток, так мы и будем с вами поступать. Благодарю вас за поддержку, Валентина, Людмила, Юлия, Ирина, Татьяна, Марго. Здравствуйте, мои дорогие родственные души, и мы полетели. Якориваемся ножками на планете Земля. Почувствуйте нашу мать. Поднимаем точку сборки повыше, на 7-й энергоцентр и выше. Раскрываем наши сердца, распускаем крылья за спиной, чувствуем подъем и расширение. Настраиваемся на поток наших учителей. Почувствуйте друг друга. Неважно, смотрите вы сейчас это в прямом эфире или в записи. Все мы с вами не случайно встречаемся на пространствах интернета. Итак, энергетика этого полнолуния. Вы знаете, что здесь можно открыть дороги на творческую реализацию. Здесь идет информация о том, что вы можете узнать направление, например, в котором лучше всего вам сейчас двигаться, куда лучше вложить свою энергию, утвердиться в том запросе, который у вас есть, и получить поддержку. Поэтому смотрите, работа с информацией, касающейся вашей творческой реализации, я бы так сказала. Это может быть реально квантовый скачок, это может быть, знаете, прямо можно делать вот такую магию переноса себя в ту реальность, в которой вы максимально реализованы, в которой вы максимально раскрыты, уверены в себе. И здесь вот прямо раскрытие всех ваших, всевозможных ваших даров, талантов, способностей. Причем по Эвос это, знаете, дары и таланты, которые вы накопили не только в течение этой жизни, но и в предыдущих воплощениях. Вы принесли на планету Земля из других миров, из других ваших каких-то реальностей, в которых вы когда-то проживали или параллельно сейчас проживаете. Это тоже возможно. Мы так многомерны, что в силу нашей вот раскрытости, в меру нашей осознанности мы осознаем себя подчас не только в этой реальности, но и в параллельных мирах, проживающими параллельно. Соединиться с потоком учителей и кураторов, с тем потоком, который вас усиливает, который вас ведет к успеху и максимально раскрывает вас самих. С РД-потоком возможно. Возможно, вы найдете поток родственных душ в ближайшее время, настроившись сейчас на этот эфир.
Если вы одиноки, вы можете привлечь в свою жизнь человека, который раскроет вас. Вы будете гореть, светиться, сиять от общения с этим человеком. Ну, вот это вот жизнь в потоке общения, информации, творческой реализации. Да, смотрите, Альгиз и Геба, да, да. Видите, я чувствую энергию заранее. То есть здесь идет РД-поток, здесь идет родственная душа или души, где вот вы как единое целое, где вы можете заниматься одним общим делом, обучаться. Особенно вот я вижу здесь классно идет обучение и творчество. Вот здорово это. Если это любимый человек, тоже вы можете познакомиться с любимым человеком на ниве самообразования, саморазвития, творчества, самореализации. Ну, тут все зависит от вашей расширенности. То есть к вам идет подобное. Вот здесь такая информация, да? То есть вы раскрываетесь и привлекаете подобное. Вы привлекаете в вашу жизнь идет то, что вы любите, а поэтому вы должны полюбить себя. В первую очередь себя, и тогда, если ваша цель привлечь родственную душу, близнецовое пламя, здесь покана, да, вот я чувствую, вот, например, душа, которая с вами прошла долгий путь, да, для кого-то тоже будет актуально. Вы встречаетесь, вы объединяетесь, вы соединяетесь. Недавно я была в эфире по поводу того, что такое сексуальная энергия. Обязательно посмотрите. 2 эфира прошло на эту тему. Я считывала из потока, что такое сексуальная энергия. И третий эфир готовится. Третий эфир готовится про забегу, такой анонс вам дам, знаете, потому что здесь прям просится сказать про духовный брак, про возможен ли секс с близнецовым пламенем, да, вообще как выстраивать отношения с духовным, близким по духу человеком, да, то есть что такое взаимоотношения с точки зрения вот пятой мерности, партнерские взаимоотношения. Вот это все будет в третьем эфире на эту тему. Поэтому, если интересует духовный брак, близнецовое пламя, буквально на днях я выйду с этим эфиром, а сейчас давайте продолжим. Ну, просто это имеет отношение, потому что вся вот эта тема про партнерство, про сексуальность, про творческую самореализацию, это все вплетается. Видите, вот сейчас прямо в одном потоке мы вплетаем эти много тем вот в одну косу. И я думаю, что это ну, неразрывное, это звенья, знаете, одной цепи. Поэтому, наверное, если вы попали на этот эфир, например, и ничего до этого еще раньше не смотрели на моем канале, то вот, наверное, включайтесь и немножко сделайте пару шагов назад, посмотрите несколько видео, которые были до этого. И вот сейчас у нас заворачивается очень интересная такая мистерия, когда вы открываете свое сердце для нового, когда вы гармонично можете себя очень проявить и во взаимоотношениях, да, с противоположным полом, и в творчестве, и в какой-то группе единомышленников, и в поиске вашей реализации даров и талантов. И что самое главное, это все, как вот говорят по судьбе, то есть вас несет вот этот поток, вас несет вот этот скачущий конь Одина между мирами, то есть это все закономерность, это все ваш труд, который приводит вас закономерно к успеху. Настраивайтесь на вот эту волну, считывайте информацию с потока, воспринимайте, открывайте сердцем, просите, просите по Альгиз, обращайтесь к силе рода, к силе, к высшим силам, кому вы верите, кому доверяете, ко Вселенной обращайтесь, не знаю, кому вы доверяете, просите. Вот сейчас прямо самое время, прямо в данный момент просите. Давайте, прямо сейчас. Так. Хорошая энергетика для смелых людей, для тех, кто готов
Ну вот идти дальше, идти вперед. Вообще недаром волк. Волк, знаете, такое здесь состояние уверенности, да, уверенности хозяина в своей жизни. И у нас идет энергетика Земли, истина. Хочу напомнить, что через несколько дней мы будем проходить врата истины. Это врата Сфинкса. И эти врата мы будем проходить в закрытой группе. Я публикую скоро объявление, но уже могу сказать, поскольку вы смотрите меня, это будет в воскресенье. Время уточню позже. Врата истины. Поэтому мы уже ведем подготовку к вратам истины. Мы открываем истинного себя. Причем обратите внимание, какая красивая карта. Вот как бы струны души, да, вот настройка идет на сердце, на струны души, на музыку, на внутреннюю гармонию, да, вот эту внутреннюю гармонию на себя истинного. То есть врата истины – это истинный я. Так, смотрим, что еще здесь нам скажет наше полнолуние. Какая еще здесь энергетика? Я думаю, что уже сейчас вам понятно, что этот эфир у меня будет магический, очень глубокий. Поэтому, если хотите принимать участие в ритуале, то лайки ставьте для того, чтобы из созерцателя превратиться в участника того, что здесь происходит. Итак, энергетика полнолуния. Хороша энергия, хороша. Смотрите, можно материализовать вообще любую практически мечту. Вот главное, чтобы у вас на это была реальная сила, реальная энергия. Это, знаете, полнолуние для сильных. Вот если вы чувствуете в себе потенциал, просите, и вам откроется. Причем откроется легко. Время пришло. Время пришло. Если у вас запрос превышает ваш ресурс, вы всегда чувствуете внутри себя, да, определенный ресурс. Вот это я потяну, вот это я не потяну. Тогда лучше не просите больше, чем вы можете, чем вы того стоите. Лучше тогда просите ресурс. То есть, например, научите меня, да, подскажите, направьте. То есть если вы еще пока в поисках ресурса, и потом только у вас будет, допустим, какая-то реализация. Неважно, какой ресурс вам нужен. Может быть, вам нужна уверенность в себе. Может быть, вам нужны, ну, естественно, деньги, да, для реализации, допустим, чего-то там открытия фирмы, не знаю. Может быть, вам нужны знания, да, может быть, вам нужно здоровье. Вот идей много, а здоровья на реализацию не хватает, нет энергии, да. Просите тогда вот это, потому что дадут сразу все, и вам может не хватить сил. То есть это, знаете, когда предложение превышает спрос, то есть вам могут дать слишком много, и вам может не хватить ресурсов. Поэтому просите в соответствии с вашей готовностью переработать, принять. Вот к чему готовы, вот просите. Если не готовы, просите, чтобы вас подготовили. Вот четко определитесь в своем состоянии. Настройтесь на себя. Подумайте о том, чего вы хотите, к чему вы стремитесь, к чему стремится ваша душа, и почувствуйте, готовы вы это принять в свою жизнь. Тогда открывайтесь прямо сейчас и принимайте. А если не готовы, просите вас укрепить, поддержать.
Мгм. Паш мечей. Просите знания. Просите знания, навыки. Вот, на раскрытие. Смотрите, тут чаша идет на то, чтобы наполнили вас, наполнили. То есть принимайте знания, информацию, принимайте какое-то состояние. Вы должны состояние, знаете, понимания того, что у меня все есть, все хватает и в избытке. То есть такое вот полнолуние работы со своим вот внутренним миром, со своей действительно вот гармонией с истинным «я». Кто я, чего я хочу и есть ли у меня реальное, это мой истинное ли это мое желание, во-первых, да, то, чего я хочу, тоже вот обратите на это внимание, да. И И дальше вот, и тогда просите, и вам дадут. Ну, вы видите сами. И цветение, и мы — это мир, и Созидатель. То есть, смотрите, новолуние очень благоприятствует, если у вас гармония внутри, если вы целостны, вы наполнены, то прямо вот хороший момент реализовать все, что вы хотите, если это истинное ваше желание, если это истинное ваше намерение. Вот это вот настройтесь, самое главное, на правду, на истину. Ну, давайте еще совет посмотрим. Итак, мы проходим врата истины. Поэтому, дорогие мои РД, останется только то, что соответствует вашей истинной сути. Просите оставить в вашей жизни только то, что соответствует вашей истинности. И убрать из вашей жизни все, что не соответствует вашей истинности. И тогда из вашей жизни само уйдет все, что не соответствует вам. Вам не придется даже как-то бороться там за свои границы, ну, с кем-то прощаться, выяснять отношения. Просите оставить только то, что соответствует вашей истинной сути. Ну вот видите, выбор. Выбирайте с точки зрения максимальной пользы. Вот совет нам, видите, оставьте то, что для вас реально полезно, важно и нужно. И вот это, ой, их не могу не показать, 17-й аркан звезда благословения. Очень хорошая энергия, мечта, надежда, вера. То есть, убрав из своей жизни все, что не является вашей истинной сутью, не соответствует вам, у вас появляется энергия для реализации вот всех ваших мечт. Все благоприятствует вашим планам, верьте в свою счастливую звезду и смело следуйте за мечтой. Здесь написано. Поэтому давайте мы тогда возьмем благословение высших сил на проведение ритуала. И если вы готовы, то пишите «Я готов», «Я готова» или ставьте плюсик для того, чтобы проявиться. Обязательно лайк для того, чтобы участвовать в ритуале, иначе вы энергетически не попадаете в наш кристалл, поэтому это ваш выбор. Если вы хотите в кристалл попасть, то вы подключаетесь, да, если не хотите, вы созерцаете, вы просто смотрите. Итак, хорошо. Берем благословение высших сил. Хорошая энергия такая. Ну что ж, вирт, благословение высших сил. Воля высших сил. Здесь так и написано. Ничто, видите, нам не может помешать и попрепятствовать. И я считываю информацию, на что должен настроен быть ритуал, да, то есть что это будет за ритуал, как он должен выглядеть. Ну, давайте так, ладно. Я уже проводила ритуал «Золотое прикосновение».
я вам рекомендую на новолуние его делать. Золотое прикосновение, прямо берите и делайте под мое видео, делайте свой, ну, как бы свои загадывайте желания, и они сбываются. То есть это очень хороший получился ритуал прямо в прямом эфире, поэтому вы можете им пользоваться. Теперь у нас на полнолуние ритуал сейчас будет считываться прямо из потока, то есть я сейчас даже не представляю, что будет происходить и куда нас поведут. Вот нас ведут, дорогие друзья, я бы так сказала, к полной реализации того, что вы любите, того, что вы желаете, того, что вы хотите, к открытию всевозможных возможностей, дорог. Знаете, вот как будто бы я это ощущаю вот сейчас, как вот дом, в котором открыты все окна и двери. Вот такой образ мне приходит. Ну, вот представьте, что вы – это дом, и вы открыты всем возможностям. Вот окна и двери, и свежий ветер, да, вот я здесь вот ощущаю такое пространство. Такой будет ритуал. Ритуал будет вот такого открытия, я бы сказала. Наутис нам говорит о том, что это будет ритуал, в котором вы максимально ощутите себя на своем месте. Вот свою уникальность, свою неповторимость, свои сильные черты и сильные стороны. Наутис – это состояние «я знаю, что я пришел в этот мир с абсолютно уникальной задачей». Видите, здесь Тейвас. И у вас появится внутренняя готовность взять вот эту ответственность. Вот кто-то укрепится в этом, потому что вот я вижу, что кто-то будет просто вот легко распахивать, знаете, вот кто готов будет просто раз и вышел, а кто-то будет укреплять свою основу, вот как нас повели в начале, да, так оно и идет, что кому-то нужно укрепиться в своей базе, собраться силами, с храбростью, потому что вот здесь такое новолуние, которое дает вам силы и храбрость, я бы сказала. Давайте я считаю, сколько будет этапов у этого ритуала. Шесть. Итак, мы делаем ритуал на открытие вашей творческой реализации 6 этапов. И я прошу высшие силы показать нам 6 ступеней, которые мы должны пройти для того, чтобы открыть дороги, открыть таланты, открыть реализацию, быть тем, кто вы есть в правде, да, в истине, в истинности, в гармонии с собой. Поддержите меня энергетически. Сейчас идет считывание потока. Вы можете писать сейчас благодарность высшим силам, благодарность роду. В этот момент очень идет хорошо благодарение. Вот многие говорят, что благодарить надо после. У меня уже не первый раз идет информация, что благодарить надо и до, и после. Вот до начала ритуала уже начинаем благодарить. Благодарить планету, благодарить род, Творца, поток учителей, всех ангелов, всех, кто нас привел в эту точку, в этот момент здесь и сейчас, где мы можем стать творцами своей реальности.
Благодарим этот поток родственных душ, который сейчас создает вот это нежное поле любви. Какое счастье, что мы есть друг у друга. Почувствуйте сердце свое, откройте сердце. Алла пишет: благодарю высшие силы и свой род, и силу рода, всех учителей и Творца. Елена: благодарю, принимаю, сердечки, молодцы, девочки. Смотрите, какие у нас уже пошли энергии. Манас и Вунья радость, то есть мы на правильном пути. Магия у нас уже идет, и, знаете, нам надо создать сейчас поток очень высоковибрационный. По Вунью мы должны чувствовать радость, подъем, счастье. Такая, знаете, энергия, волну давайте, гоните волну. Нам нужен в ритуале, нам нужна энергия, понимаете? Поэтому давайте заряжать эфир энергетически. Благодарю наш РД-поток и наставника Инну. Благодарю, Аллочка. Так, благодарю всех и вся, возможность за развитие, за правду, за силу, за поддержку. Юлия, молодец. Ирина: благодарю Творца, высшие силы, учителей, ангелов, поток РД, планету, силу рода. Принимаю с любовью и благодарностью. Благодарю, Ирина. Благодарю, Иночку пишет. Благодарю, дорогая. Итак, мы с вами поднимаем как можем, да, энергетику. Так. Колесничий. Смотрите. Колесничий у нас. Мы на правильном пути. Так, давайте посмотрим еще. Хочется мне мудрость Земли. Людмила: благодарю высшие силы. Благодарю свой род и силу рода. Благодарю РД, благодарю Творца, благодарю наставников, учителей. Очень хорошо. Татьяна: благодарю высшие силы, свой род, вас, РД, нашу путеводную звезду Инночку. Благодарю, Танюша. Принимаю с благодарностью. Благодарю, Танюша. Привет, Михаил. Привет, мой дорогой. Исцеление скорби. Вот смотрите, очень важны нам высокие вибрации, нам очень важна радость, нам очень важно, знаете, вот это ощущение счастья, истинность, истинное я, истинный я, соединение с собой. Вспомните точку Альва, да? Вспомните точку Альва, медитацию, и вспомните вот это счастье, которое мы испытали, когда мы почувствовали себя истинного, да, свои сильные стороны, свою харизму, свою уникальность, свою, как вам сказать, вот какую-то целостность, неделимость, монадическую суть. Паш огня, креативность, воображение, новаторство. Смотрите, какие энергии. Старые шаблоны уже не работают. Придумайте нестандартный ход. Ну что ж, придумываем изо всех сил. Хочу еще Оша все-таки взять. Что-то вот мне хочется еще сюда. Понимаете? Зачем себе отказывать, если хочется, да? Вот, смотрите, какую нам дает такую вот силу, да? Силу, как бы с которой мы можем
решимость, да, какую-то для того, чтобы мы могли действовать, идти вперед. Пусть еще сила тотемов, каждый этап ритуала поддержит у нас сила тотемов. Так, Елена пишет: благодарю поток РД, благодарю свой род, высшие силы, учителей и кураторов, ангелов, архангелов за помощь, за информацию, за знания, за исцеление. Благодарю, дорогая Елена. Ну что, вот сейчас я уже чувствую хорошо. Смотрите, и ворон. Ворон – это очень мощный тотем, как раз-таки вот как и Эйва, скачущий конь Одина между мирами, и волк, и ворон – это все существа, переводящие на другую сторону, да, это проводники между мирами. Поэтому мы сейчас можем сделать какой-то вот такой мощный переход трансформационный. Ну что, пусть учителя нам откроют истину сегодня и покажут, как должен быть реально создан сейчас вот ритуал, как он должен выглядеть, и первый этап. Хорошо представьте себе свою цель в уже завершенном виде, первый этап. То, чего вы хотите, представьте, что вы уже это получаете. Вот, видите, девятка, радость, исполнение желаний, зрелость, да-да-да, выдра, все хорошо. Значит, первый этап, смотрите, мудрость земли, здесь идет божественный свет, и паж пентаклей, то есть плод, который падает вам в руки, и вы уже получаете плоды и результат, и Ера. Первый этап, давайте вдумчиво, осмысленно. Пожалуйста, представьте себе то, что вы хотите получить, как будто вы этот путь уже прошли. Все хорошо. Представьте, что вы получили желаемое. Не просто представьте, получите, примите. Подставьте ручки и примите. Я принимаю. Скажите: я получаю, я принимаю. У меня есть то, чего желаю. Прочувствуйте. Так как я веду этот ритуал, то я чувствую энергетику. И я вам могу сказать, что кто-то из вас сейчас прямо ощущает себя в том, что он желает. Кому-то трудно. Трудно даже представить это. Дайте себе время, и если вы смотрите в записи, возьмите себе времени столько, сколько нужно, чтобы четко, понятно прочувствовать ситуацию, что вы живете в том, чего желаете сейчас, вы в этом уже находитесь. Это уже здесь, с вами, в данный момент. Нет никакого расстояния, нет никакого пути. Вот оно тут, в этом дне, прямо здесь. Уже пришло, свершилось. Все. Ну вот теперь я чувствую, вы готовы. Идем к следующему этапу.
Следующий этап. Наметьте себе, чем вы будете заниматься потом, после этого. После того, как у вас получилось. Потому что жизнь должна продолжаться. То есть у многих, видите, какая ошибка? Ошибка в том, что у них простроено только до желания, до мечты. Вот до мечты они еще видят как-то путь, и то не всегда. А после мечты у них как будто бы все заканчивается, жизнь обрывается. То есть дальше вот все. И в связи с этим, вы знаете, очень многое не простраивается. Нам сейчас дают понять, что увидьте дальше, за эту точку. Представьте, что у вас уже все это есть, и наметьте следующую цель. И наверняка кому-то из вас понадобится время. Но это очень важно. Если вы не видите дальше своего пути, то и то, о чем вы мечтали до этого, тоже не произойдет, потому что оно должно бы встраиваться в такую, в череду событий, да? Оно должно как бы вплетаться в косу, понимаете? Вот, поэтому сейчас берите время и помечтайте. Вам рекомендуют взять на это время, расслабиться. Представьте, как жизнь течет, когда вы получили желаемое. Она течет, она идет. Все хорошо. Сначала вы просто живете, радуясь тем, что вы получили желаемое, а потом постепенно у вас появляются новые мечты. Новые мечты. Это очень важно. О чем вы будете мечтать, когда получите то, о чем мечтаете сейчас? Знаете, это намного важнее на самом деле. Это намного важнее. Поставьте себе цель на вырост. Больше. Тройка огня. Активность, соблазнение, завоевание. Иногда стоит отбросить сомнения и действовать, несмотря ни на что. Главное идти. Вот здесь надо ставить расширение, расширение, дальше, дальше, дальше. А дальше будет намного интересней. Все только начинается. Вы получаете как бы базу, да, которую вы должны потом расширить. Вот на этот этап у вас может уйти время. Я это тоже прекрасно понимаю, но возьмите себе потом столько времени, сколько нужно. А сейчас я чувствую, что пора двигаться дальше. Третий этап нашего ритуала.
интересно то, что третий этап– это состояние, когда вы можете во что-то инвестировать свои силы. То есть ресурсы, знания. Вы можете кому-то помочь. Причем, знаете, здесь идет опять разбег, потому что у нас пошла тройка огня, потенциал, возможности озарения. Перестаньте сомневаться в собственных силах, раскрывайте свой потенциал. Представляете? Раскрывайте потенциал. Причем, что интересно, вот с точки зрения здесь идет, что у меня настолько закрыты все потребности, я настолько спокоен. Вот представьте этот этап. Смотрите, сначала вы мечтали о малом, потом поставили еще большие цели. Вы их тоже достигли. Вот он, третий этап. Представьте себе, что и это у вас уже есть. А что же тогда? Представляете, как нас ведут высшие силы? Что тогда? И тогда свобода. Вы полностью закрыты вашей потребности. Вам не о чем переживать, не о чем беспокоиться. Вы начинаете заботиться, вы начинаете излучать, отдавать. У вас действительно появляется какая-то, вот знаете, такая сила. Тут феху и отдал, понимаете? Это даже не описать, что за сила. И вот эта белая лошадка, которая берет разбег, которая просто свободна, да, вот у вас просто есть все, что вы хотите, и вы можете просто жить, радоваться и дальше развиваться. То есть я так понимаю, что третий этап, здесь вам нужно брать на себя какую-то ответственность за других и по тузу мечей ставить какую-то высокую и вообще великую цель, уже не связанную вообще как будто бы, знаете, с материальной базой, а как будто бы материя служит духовности, служит вашей какой-то, видите, тут забота. Вот это вот состояние, когда вы можете позаботиться о ком-то, когда вы можете дать кому-то опору, когда у вас у самого абсолютно закрыты все потребности. Вот представьте себе, что вы абсолютно закрыли полностью, ну сколько человеку надо, да? Вот представьте себе максимум, что вам нужно в этой жизни. Вот смотрите, вот в 3 этапа вы закрываете полностью свои потребности. Закрыли. Все у вас есть. У вас есть жилье, у вас есть деньги, у вас есть бизнес, у вас есть, ну, вот все у вас есть вообще. Вот представьте, у вас просто адал и феху, то есть это изобилие в полноте. И что тогда? Представьте это состояние. Вот у меня все есть, все есть, все. Состояние вот мне больше не надо. Не надо. Оно лишнее уже, оно будет меня даже отягощать. Представьте сейчас это состояние. И вот это состояние, представьте, когда у вас все есть, а к вам все идут и идут блага Вселенной. Вы все создаете и создаете новые и новые ресурсы. И для того, чтобы они вас не тяготили, вы начинаете их отдавать людям. Вы начинаете тут какое-то прямо, кто-то меценатство прямо видит свое, прямо вы будете помогать, вы будете отдавать, вы будете перераспределять эти ресурсы. Понимаете? Перенаправляем, да, перенаправляем эту энергию, помогаем. То есть сейчас вот в данный момент раскрывайте ваши вот энергетические каналы, да, и начинайте излучать, отдавать, насыщать, помогать. Представьте это состояние, когда у вас все есть.
очищение ауры, представляете? Тройка пентаклей. Дракон воды. Интересно. Значит, смотрите, здесь про какой-то интересный, как бы вам сказать, про какой-то союз. Вот смотрите, тут даже тройка земли, сотрудничество, семья, верность, традиции и обязательства сохраняют то, что важно, не разрушайте. Вот здесь вот знаете про создание какой-то мощной структуры, потому что вот Ера и Торисас это утверждение какого-то нового порядка. Даже вот я не могу вам сказать, созидание какого-то нового себя, потому что здесь и дракон воды, это как перерождение себя в состояние, да, вот когда человека интересует его духовность, его подсознание, его внутренний мир. Ну вот представляете, состояние, насколько вы можете возвыситься, переродиться, вот даже очищение ауры, такая очень интересная карта, это же о многом говорит. Когда нам говорят, представьте себе, что когда у вас вот уже и потребности закрыты, и вы уже чувствуете себя дарящим, помогающим и так далее, казалось бы, что еще? Да, вот что еще может быть? Теперь представьте, насколько вы можете переродиться изнутри. Вот ваша духовная какая-то составляющая, понимаете, может переродиться вплоть до физической. Вот здесь какое-то ощущение, когда вы можете в этот момент вы можете ощутить, например, себя вот как будто бы заново рожденным. Вот мне вот так хочется сказать. Как вам это объяснить? Вот так объясню. Ваше состояние энергетики становится такого рода, да, и такого плана, что вы можете влиять на очень многие процессы и многих людей. Вот даже я вот понимаю, что вот это очищение ауры – это состояние человека иного. То есть представьте себе, что ваше состояние, вы как звезда, вы недосягаемы. Для очень многих людей вы недосягаемы. Вы абсолютно живете в своей как бы реальности. То есть у вас есть глубокий внутренний мир. У вас есть какие-то единомышленники, вот обязательно. У вас есть какие-то, это не одиночество. Это вот состояние того, что вы можете найти близких по духу людей, и для вас именно духовность становится важнее всего, интереснее всего. Работа с подсознанием, работа общения с собой, с высшими силами, с каким-то своим. Но вот я здесь также еще вижу преображение физического тела, потому что здесь вот какая-то идет, вот знаете, гармония души и тела. Вот как будто бы здесь вы начинаете созидать что-то такое особое в себе, то есть прочувствуйте, что ну вот все, чего вы достигли, вы как будто бы уже посвящаете высшим силам. И высшие силы обучают вас каким-то тайным совершенно знаниям. Потому что, знаете, я вам так объясню, уходит суета, все потребности достигнуты, абсолютно все закрыто, все хорошо, все на своих местах. И вот действительно есть смысл заниматься какими-то действительно высокодуховными вещами. Даже вот тут просто вот вы даже для планеты Земля имеете колоссальную ценность. Понимаете, вот в таком качестве человек имеет колоссальную ценность для планеты. Вы как вот как суть, как оплот,
как какой-то прямо, знаете, кирпич в этом здании встроенном. То есть это такое монументальное состояние, когда, ну, действительно, я творец своей реальности, и все происходит просто. Но здесь вот сила мысли играет очень большое значение. То есть вы входите в состояние, когда вы можете управлять психически, да, психическая ваша энергия, вот, работа вашего сознания. Здесь настолько светится энергия, я залипаю на ней. Знаете, я вот не могу оторваться от этой позиции. Ощущение такого величия, такой мощи здесь идет, что вы моментально получаете, во-первых, у вас, ну вот все сбывается, все реализуется, все так, как вы хотите. Вы являетесь законом. И у вас всегда есть ресурс, потому что тут Ера, понимаете, и Торисас. То есть, ну это просто, это бесконечное колесо фортуны, которое крутится и приносит вам все новые, новые какие-то плоды. Но они как-то вот больше касаются уже не материального, а духовного. Представляете? Здесь духовность на первый план выходит. Давайте проживем вот это состояние, когда вы мастер материи, да? Вы мастер материи, и вас интересует вот мастерство духа. Все больше и больше и больше вас интересует мастерство духа. Здесь люди какие-то будут создавать вот свои школы, да, знания передавать. Ну вот реально, здесь прямо это видно. Представьте сейчас, что вы доходите вот до таких высот, когда вы можете действительно очень многому научить и передать, вот можно сказать, что человек прошел путь, и вот здесь он может передавать уже этот опыт, да, другим людям. Мне даже представить себе дальше, вот что здесь, да, то есть вот сейчас, вот представьте этот путь, представьте это все. Как интересно. Ой, и лосось. Так, значит, смотрите. Здесь очень интересный такой кульминирующий процесс, когда нам говорят: все, теперь задайте силу намерения. Вот все, что вы прожили, примите прямо опять в здесь и сейчас. В здесь и сейчас. Тут у нас выходит маг, импульс, новое начало. Но у нас импульс на принятие, друзья. У нас идет импульс на принятие. Я принимаю. Видите, яснослышание. Прислушайтесь к себе. Уйдите в глубокую медитацию. Здесь прямо глубинное погружение, медитация. Вот пройдя все эти этапы, наметив все эти цели, проживя эти 4 этапа, когда вы закрыли все потребности, уже и меценатством занимаетесь, и помогаете людям, и уже и духовные знания передаете, да? Вот теперь инициируйте, вспомните опять то, чего вы желаете, вот в данный момент. Вспомнили, да? Направили силу мысли, да? И посмотрите, спокойно принимайте этот поток. Инициировали, раскрылись, да, мои дорогие? И принимаем. Поток идет, принимаем, раскрываемся.
Мудрость Земли, яснослышание, маг. Это наша рекомендация. То есть вы можете в данный момент, вас ждут великие дела, и у вас есть все, чтобы их совершить. Главное верить в себя и действовать. Но ваше действие пока в принятии. Можно сказать, что вот по лососю, да, вот по аркану девяточка лень, вызревает в этот момент, представьте, что Вселенная забеременела вашей идеей. Вы посеяли зерно, вы показали пространству вот свой путь, вы его простроили. Далеко-далеко за горизонт вы его простроили, понимаете? Вы его для себя выбрали, и Вселенная об этом сейчас узнала. Понимаете, что произошло? Видите, как нас обучают высшие силы? Вот как надо. Чтобы вы увидели в конце и плоды, и смогли отдать, и поблагодарить, и высшие силы получили ваш духовный рост в результате, и знаниями, чтобы вы поделились, и финансами, чтобы вы могли поделиться. Представляете? Чтобы вы могли это все отдать в мир. Вот для этого вам нужно встать сейчас на этот путь и попросить, чтобы вам помогли пройти этот путь от начала до конца. Но обратите внимание, что по магу мы инициируем, мы берем ответственность на себя, мы просто просим открыть дороги. Вот вы как лосось пойдете на нерест, да, вот представьте, что лосось, в нем икриночки уже созревают, видите, и он просто плывет на нерест, но и у него большой путь, но он пройдет, потому что Вселенная уже приготовила для него эту реку жизни, она уже открыла шлюзы, понимаете? Все, шлюзы открыты, и у вас сейчас идет мудрость Земли, яснослышание. Услышьте голос Вселенной, который говорит: вперед, вперед, иди, дороги открыты у тебя. Ты способен пройти. Все зависит только от тебя. Ты маг своей реальности. Самое главное, что у нас произошло, открытие дорог. И шестой этап. Просто интересно, что же здесь. Опять Лагус. Эйва с древа миров. Королева мечей. Расширение сознания. Представляете, мудрость Земли? Расширение сознания. Император. Император. Бразды правления в ваших руках. Отстаивайте свои интересы, принимайте решения, управляйте ситуацией. Ну что, четвертый этап, смотрите, щедрость, тюлень, какая прелесть. А вот четвертый этап, смотрите, у вас есть сейчас абсолютно все. У вас есть сила, у вас есть власть, у вас есть ресурсы, здесь все есть, представляете? Почувствуйте, что у вас абсолютно все есть, и у вас абсолютно сейчас вы император, вы творец своей реальности, видите, королева жезлов. У вас просто вот открытие дорог, и вот по Эйвас, Лагус и Эйвас, да? Эйвас – это кардинальное решение. То есть от вас требуется сейчас только отмашка. Я принимаю решение идти вперед. Действуйте, намечайте ваши шаги, планы по императору, управляйте своей жизнью, действуйте. То есть вот перед каждым, тюлень же это прекрасный аркан спокойной планомерной работы, когда у вас есть ресурс, потому что тюлень это такой вот хороший очень тотем, который говорит о том, что вы защищены, да, у вас есть защита вот в виде этого жирка, да, у вас есть ресурсы,
И вы прекрасно себя чувствовать будете даже вот в экстремальной холодной воде, да. У тюленя нет проблем с этим, да. То есть что бы ни случилось, он защищен своим подкожным жиром. То есть у вас сейчас абсолютно состояние императора, расширение сознания мудрой земли, то есть будьте мудры. И здесь вот королева мечей и император, который управляет своей жизнью, и Эйвас — это тоже про решение, про сознание, а Лагус — это про расширение, про нестандартность и так далее. Поэтому смотрите, сейчас, мои дорогие, почувствуйте в себе силу, почувствуйте, что все хорошо, теперь я могу. Вот такой ритуал хорошо делать перед, допустим, началом важного дела. Если вы запланировали себе какое-то важное дело, тоже можно его делать. Но на любое, вот, допустим, полнолуние тоже это можно делать. То есть действительно здесь вот посмотрите, у нас получился ритуал, который открывает нам нашу реализацию, да, открывает нам возможности, дороги. Вот. Ну, супер вообще. Мне очень понравился этот ритуал. Давайте посмотрим, с каким эффектом прошел этот ритуал открытия дорог. И какие будут у нас рекомендации от высших сил. Отблагодарите меня лайками, комментариями. Ну, смотрите, тройка чаш. Все в порядке, радость, праздник, восхищение. Девятка чаш. Прекрасно. Да, что касается чаш. Покажу вам, сейчас уже можно. Я не стала сразу вам об этом говорить, как-то меня так повело, что я не знаю, чем ритуал закончится. Я приготовила вот такую чашу, да, с водой. Почему? Потому что до еще ритуала пошла информация, что можно ставить воду. Но так как ритуал я не знала, как он сложится, каким он будет, я на всякий случай приготовила стакан с водой и поставила его рядом, но вот сейчас чувствую, есть уместность показать его вам и сказать несколько слов. Дело в том, что можно заряжать вот таким образом воду, и поступать можно двумя способами. Сейчас объясню. Вот у меня 2 чаши на самом деле, я вам покажу. Значит, поступать можно двумя способами. Во-первых, можно заряжать даже 2 сосуда, а можно делать это по-разному. Суть в том, что если вы открываете дороги себе, например, вы хотите, вы чувствуете, что как будто бы вот вы стучитесь в закрытую дверь, вам надо, чтобы что-то вот прорвало, да, вот пошло. Делаете этот ритуал, пусть водичка стоит рядышком и просто слушает это все. И потом вы выходите на порог и выливаете эту воду просто с порога со словами «Я открываю дороги». Понимаете? Просто со словами «Я открываю себе дороги». И у вас просто все идет по накатанной, все замечательно будет происходить, вы увидите прямо сразу. Если вы хотите исцеляющий эффект получить, другую чашечку с водичкой, и вы можете зарядить водичку на успех, на исцеление, на приобретение чего-то. Вот если вы хотите привлекать, да, то тогда вы эту водичку можете выпивать. Загадывать желание, благодарить и выпивать. И этот ритуал тогда будет работать на привлечение. Цветочки полить, что-то еще, то есть животным можно немножко налить. То есть это такая водичка, которая будет в ваш дом привлекать удачу и успех. Поэтому вы можете подключать воду. Полнолуние очень хорошо заряжает воду. Вот, и поэтому я думаю, что вот это у нас, да, точно решила взять подсказку.
Да, абсолютно точно. Это будет очень хороший носить эффект. Да, видите? Солнце и Дагаз. Будет открытие дорог, будет счастье, будет прибыль, будет все, что вы хотите. Ну что ж, у вас есть возможность отблагодарить меня лайками, подписками и, может быть, даже финансово, если вы захотите. Контакты все есть под этим видео. А я благодарю вас за участие в этом ритуале, я благодарю вас за доверие и дружбу, мои дорогие РД. Желаю вам счастья, исполнения всех ваших желаний, истинных желаний, гармонии, энергии, здоровья и, конечно же, любви. С вами была Иная. И мы всегда получаем то, о чем мечтаем. До скорых встреч, мои любимые. Пока-пока.